коробочка, я это называю коробочкой. Там есть нейрончики, аксончики, там есть какие-то... Мы бухнули, мы кайфуем, мы там чем-то, ну там... Мы кайфуем. Игры то же самое. Привет всем любителям Next Gen, который мы заслужили. Помните 2020 год? Мы были молоды, полны надежд, а Pure Abuse выкатили трейлер Crimson Desert. Мы смотрели на это и думали: вау, это же Ведьмак на стероидах, скрещенный с Assassin's Creed и приправленный графонием богов. Прошло 5 лет, игра вышла, и знаете что? Теперь я понимаю, почему она называется Багровая пустыня. Потому что после 10 часов игры мое лицо стало багровым от фейспалмов, а в голове образовалась пустыня из вопроса: зачем я в это играю? Сегодня мы препарируем этот амбициозный винегрет. Наливайте чай, несите валидол для вашей видеокарты, мы начинаем. Давайте об экспертном. Графика. Да, на скриншотах игра выглядит как ожившая картина маслом, но стоит нажать W и магия испаряется. Оптимизация в Crimson Desert это как вера в честных политиков. Она вроде где-то существует в теории, но на практике вы ее не встретите. Моя RTX 3070 при запуске игры издала звук, который обычно издают коты, когда им нечаянно наступают на хвост. Фреймрейт здесь живет своей жизнью. В лесу у тебя 60 кадров, ты заходишь в город и бац! У тебя слайд-шоу в стиле PowerPoint. Я не играю, я смотрю презентацию о том, как Pure Abuse не умеют работать собственным движком. А теперь самая сладкая боевка. Разработчики явно вдохновлялись файтингами, рестлингом и, кажется, учебником по высшей математике. Комбо здесь столько, что для эффективной игры вам нужно либо 3 руки, либо диплом консерватории по классу фортепиано, чтобы сделать обычный удар пяткой в прыжке с разворотом на 360 градусов. Нужно зажать Shift, нажать F, одновременно лизнуть левый стик и прокричать в микрофон заклинание на корейском. И самое смешное, зачем? Зачем все эти пируэты, если обычный моб с вилами умирает от 2 кликов левой кнопкой мыши? Это как если бы вы вызвали профессиональную бригаду спецназа с вертолетами, чтобы прихлопнуть муху на кухне. Выглядит круто, но смысла ноль. Система захвата в стиле WWE вообще превращает фэнтези-экшен в симулятор пьяной драки в баре. Клифф швыряет врагов так, будто он не наемник, а Хабиб Нурмагомедов в лучшие годы. Сюжет в Crimson Desert подается так, будто вам рассказывают сказку на ночь, но постоянно перебивают рекламой ставок на спорт. Клифф, к слову, это наш главный герой. Харизматичен, как кирпич. Его мотивация меняется чаще, чем настроение у подростка. Мир игры, он пустой. Да, тут есть активности. Вы можете погладить собаку, поймать лошадь, подраться с медведем, но это не живой мир, как в Red Dead Redemption 2. Это декорация. Ты чувствуешь, что ты в игре, а не в приключении. Квесты в духе «сходи, принеси, убей 5 кабанов» в 2025 году? Серьезно? Ребята, я за это заплатил полную стоимость AAA хита, а не за вторую работу в корейском гринделке. Знаете, в чем главная проблема? Crimson Desert хочет быть всем сразу. Она хочет быть Witcher 3 по сюжету, Elden Ring по сложности боссов, Black Desert по визуалу. Но в итоге она как швейцарский нож, у которого все лезвия тупые. Если вы еще не купили игру, поздравляю, вы сохранили не только деньги, но и нервные клетки. Если же вы, как и я, уже в этом, ну что ж, давайте страдать вместе в комментариях. Кстати, о комментариях напишите, какая механика в Crimson Desert бесит вас больше всего. Боевка для осьминогов или квесты для терпеливых. И самое важное, если вы хотите и дальше слушать честные обзоры без рекламного сахара, где вещи называют своими именами, подпишитесь на канал. Здесь мы не облизываем игры за бесплатные ключи. Мы говорим правду, даже если она багровая и пустынная. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий разнос. Увидимся в следующем видео, которое, я надеюсь, будет про игру получше. Всем пока!